Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Домашние пироги – это уже небольшой праздник для семьи. А когда пахнет такой выпечкой в доме, то настроение значительно поднимается. Сегодня испечем большой пирог на 2 килограмма 200 грамм для большой компании. Интересное тесто и сочная, не совсем классическая начинка. Но обо всем по порядку. Проверьте свою подписку на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Давайте скорее начнем. 200 мл теплого молока, 50 мл теплой воды, 15 граммов сахара и 6 граммов дрожжей. Перемешиваем в отдельной посуде, пока оставляем в стороне. Ингредиенты в ложках и стаканах указаны под видео. 500 граммов муки и 200 граммов сливочного масла, мягкого, но не слишком растаявшего. С добавлением чайной ложки соли растираем быстро в крошку. В середине делаем углубление. Разбиваем 2 небольших или 1 крупное яйцо. Размешиваем уже активные дрожжи, которые в теплой среде образовали пенку. Вливаем к ингредиентам, постепенно собирая всю крошку в ком. Тесто липкое, но его долго не месим. Добавляем в несколько приемов еще 100 граммов муки. Может больше или чуть меньше, если мука у вас отличается от моей. Но повторю, тесто не месим, а лишь только собираем в ком. Вот что должно получиться. Тесто совершенно не липнет, мягкое, слегка плывет. Помещаем его в миску, накрываем вплотную и ставим в холодильник минимум на 1 час. Для начинки подготовим мясо, нарезая его тонкой, короткой соломкой. Удобно так нарезать слегка подмороженный кусок. Добавляем нарезанную мелкими кубиками луковицу, слегка солим, мнем руками. И только теперь смешиваем лук с мясом. Мясо здесь 500 грамм. Добавляем по вкусу черный молотый перец. Опять перемешаем. К мясу и луку добавляем 300 граммов квашеной капусты. Она уже содержит соль и кислоту, поэтому предварительно мы, конечно, солили совсем немного. И если мясо сухое, влейте несколько ложек подсолнечного масла, либо потом кубиками в начинку добавим сливочное масло. Еще в начинку добавляем нарезанный кусочками картофель, 250 грамм, это 2 средние картошки. Ставим начинку также в холодильник и ждем теста. Тесто у меня простояло 2 часа вместо 1, я не успела раньше им заняться. Но это совершенно не страшно. Тесто не обминает, делим на 2 части. Меньшая будет верхом пирога, а большая низом. Подсыпаем муку, раскатываем тесто до толщины около 4-5 мм. Если начинка будет использоваться готовая, то такое тесто можно раскатывать намного тоньше. Тогда и пирог получится еще больше по размеру. Ну и выпекать его понадобится меньше. Переносим тесто на противень и сразу точно так же раскатываем верхнюю часть пирога. Можно распределять начинку равномерным слоем. Накрываем его снова тестом и слепим край, делая защип как бы гармошкой. Тесто сверху обязательно разрезаем в нескольких местах для того, чтобы выходил пар. Смазываем пирог желтком с водой. Это можно, конечно, сделать и за 5 минут до готовности пирога.
Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 170 градусов. Выпекаем до полной готовности самой начинки. Через 30 минут можно долить соленой горячей воды, либо бульона. Это придаст пирогу еще большей сочности. Если верх пирога горит раньше, то накрывайте мокрой бумагой для выпечки или фольгой. Что касается времени выпечки, она занимает 1 час и 30 минут. И это понятно, начинка у нас сырая. И не только это, она еще и холодная изначально. После духовки обязательно накрываем пирог еще полотенцем на 10 минут. И скорее уже давайте разрежем. По весу, повторю, он выходит на 2 килограмма 200 грамм. Пирог получился мягкий, сочный. Тесто имеет сливочный вкус. Начинка интересная. Картофель и мясо успешно приготовились. Аромат просто замечательный. Пирог прямо загорелый. Если сразу не смазывать, то цвет, конечно, будет бледнее. Но это уже вам решать, как больше нравится. Я думаю, вы и сами все видите. Но если вам рецепт приглянулся, ставьте нравится, делитесь видео с друзьями, оставляйте комментарии. На этом сегодня все. Вкусной вам выпечки. Пока!